В этом видео я хочу раскрыть секрет очень быстрого, вкусного и полезного хлеба, необычного хлеба из такой набирающей популярности зеленой гречки. То есть она уже давно у нас заняла почетное место в нашем рационе. Мы ее проращиваем, добавляем в смузи, различные сыроедческие штучки, там кашки, творог. Но хлеб стали готовить совсем недавно, и это было просто открытие. Хочу очень поделиться с вами этим рецептом. Ну что ж, хватит разговоров, приступим к работе. Нет, я еще хотела сказать и забыла про ее полезность. Она очень полезна. Я не буду здесь в видео перечислять все ее полезные свойства, микроэлементы, витамины. Я в описании видео подпишу и укажу какую-то авторитетную ссылочку, там можете все прочитать про нее. Вот, давайте приступим готовить хлеб. Мне этот рецепт понравился потому, что он очень простой. Он состоит из двух этапов. Итак, первый этап. Нам нужно отмерить нужное количество гречки, 500 грамм. Это на среднюю буханку. Ее нужно хорошенечко промыть и замочить, что мы сейчас и сделаем. Смотрите, какая вода была грязная. Поэтому промывать ее обязательно, как и любые крупы. Зальем прямо вот вровень с гречкой, не больше. Вот смотрите. Мы замочили зеленую гречку водой. Нам нужно, чтобы она набухла. Она впитает в себя влагу в течение часа, 2-3 часов. В зависимости, сколько у вас есть времени. Поверьте, даже через час это будет нормально. Обратите внимание, что воды наливать много не нужно. Потому что это такой мой секретик, маленький лайфхак. Я заметила, когда я наливаю, например, что сантиметр один над верхом, то очень много слизи образуется. А если я налила прям вровень с гречечкой, она вся впитает и слизи будет очень мало. Все, на этом первый этап закончен. И через несколько часов мы приступаем ко второму этапу. У нас прошло несколько часов, наша гречка набухла, и сейчас нам нужно ее промыть хорошенечко. Промыть вот от этой слизи. Это нужно будет сделать несколько раз. Так, все, наша гречка промыта. Смотрите на нее. Такая она набухшая. Мы ее перекладываем в чашку и пробиваем блендером до однородной консистенции. И сюда добавляем еще 150 грамм воды, чтобы нам легче это все пробить было. Так, 150. Можно использовать погружной блендер обычный. Если у вас есть такой стационарный, это даже быстрее будет. Ну и погружным неплохо все получится, просто чуть дольше. Вот такая консистенция у нас получилась. Обратите внимание, запомните ее. Если вы будете повторять дома, ориентируйтесь на консистенцию. Такая, как на оладьи. И сейчас в эту массу нам нужно добавить соль и сахар. Так, я уже здесь ее затарила. Соль я использую розовую гималайскую. Ее нужно 8 грамм. Это примерно 1 чайная ложка. И 15 грамм сахара, либо любого подсластителя. Я использую тростниковый сахар, а подсластитель, самый мой любимый и нейтральный, это сироп топинамбура. Это примерно столовая ложка. Все перемешаем. Наше тесто готово. Все максимально просто.
мы берем форму, в которой вы хотите выпекать хлеб. У меня это такая настоящая заводская форма. Смажем форму любым растительным маслом, либо топленым, но мы сделаем полностью веганский вариант. Мне очень нравится использовать горчичное масло. Оно имеет высокую точку дымления при нагревании, поэтому оно безопасно, вкусно и оставляет приятный аромат. Хорошенечко промазываем форму, чтобы у нас потом хлебушек хорошо отошел. И выливаем. Дальше мы оставляем это тесто при комнатной температуре. Оно должно подняться и заферментироваться. Это произойдет примерно через 18 часов, может быть 20 или даже 24 часа максимум. Время расстойки зависит от влажности помещения, от температуры. Чем жарче, тем оно быстрее поднимется и заферментируется. И чтобы показать разницу, как тесто поднимется, мы буквально вчера замесили точно такую же буханочку, и с момента, как мы ее замесили, как раз прошло где-то 18 часов. И смотрите на результат. Вот эту мы вчера абсолютно по такой же технологии замесили, и вот таким образом она у нас поднялась. А вот эту вот мы сейчас оставим и завтра будем выпекать. А вот эту мы выпечем вместе с вами сейчас. Ставим в разогретую духовку. Я ее разогревала в течение 5 минут на 250 градусов. Сейчас убавляю до 200. 20 минут я пеку при 200 градусов. Потом убавляю до 180 еще на 20 минут. В общей сложности 40 минут примерно. Наш ароматный хлебушек испекся и остыл. Давайте посмотрим, какой он хрустящий и очень красивый. По-моему, это прекрасно. Посмотрите, какой он получился пористый. И визуально даже не отличается от обычного хлеба. На вкус он, конечно, совсем другой, но попробуйте. У него свой особый богатый вкус. Мы его активно используем просто как хлеб. И потрясающе, например, с ним очень вкусно выходит морковная закуска с водорослями нори, с льняным маслом. И муж просто балдеет от этого блюда. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, задавайте вопросы в комментариях и выставляйте свои фотографии, как у вас получилось, и ваши отзывы, как вам понравился этот хлеб. Пока! Наш ароматный хлебушек испекся и остыл. Давайте посмотрим, что у него внутри. И 20 минут пеку на 200 градусов. 200 градусов. 20 минут я пеку при 200 градусах. Пожалуйста. Я не успокоюсь.